Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы вместе с Оксаной снимаем наш ежегодный хобби-совместник «Зима близко». Мы его проводим уже в третий раз по раскраске «Игра престолов». Мне эта раскраска очень нравится, но в основном как-то вот в это время ее хочется пораскрашивать. Плюс, ну вот она у меня достаточно так заполненная. Ну, понятно, что меньше, чем наполовину, но здесь довольно-таки много иллюстраций раскрашенных. И я, например, вот это на первый наш совместник мы раскрашивали. Я могу сказать, что мне даже не стыдно за раскрашенное. Вот это самая первая иллюстрация, которая здесь, в принципе, была сделана. Но все равно, всякий раз, когда я ее перелистываю, да, мне очень нравится, с огромным удовольствием. Но при этом всегда думаю, как-то страшно, вдруг не получится, вдруг что-то испорчу. А тут вроде совместник, уже договорились, и деваться некуда. Вот. В данном случае мы выбрали, ну, как всегда, одинаковую иллюстрацию. У нас вот такая будет. Решили пораскрашивать. Мы не привязываемся ко времени. Кто сколько хочет, столько и раскрашивает. Мы выбрали дату, когда это будет опубликовано. Ну и все. Просто отличный повод немножко продвинуть замечательную раскраску. Я не смотрела фильм, не читала книгу. Раскрашивать буду так, как мне хочется, так как я это вижу, и просто получать удовольствие от процесса. Сам процесс тоже немножечко поснимаю на камеру. По сути, здесь односторонние иллюстрации, и можно раскрашивать акварелью, но я пока не решила, будет это полностью акварель или это какая-то будет подложка, а потом будут карандаши или чисто карандаши. Вот, честно говоря, я пока не знаю. Но вообще, конечно, склоняюсь к тому, что, наверное, надо использовать вот возможность и раскрашивать именно акварелью, так как, ну, не везде, да, бумага позволяет, точнее, двусторонние бывают иллюстрации, а здесь вроде как отличный повод. Ну что ж, ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке, поэтому после просмотра данного видео проходите на канал Оксаны, смотрите, что она раскрасила, потому что иллюстрации одинаковые, но взгляд, естественно, разный, каждый видит по-своему. Ну и знакомьтесь, кто не знаком. Приятного вам просмотра. Я уже начала раскрашивать, но пока не на камеру, потому что у меня сейчас должна прийти моя ученица, и, соответственно, ну, пока я так вот, есть свободная минутка, и решила пораскрашивать. Вот здесь уже акварель в 2 слоя, а здесь в 1 слой пока нанесла. Это у меня вот эти 4 цвета, вот эти, ну, Vista Artista, короче. Мне нравится, в принципе, она очень хорошо пигментирована, ну а в 2 слоя ложится так вообще классно. Ну, я, безусловно, процесс немножко поснимаю, но чуть позже. Но, честно говоря, я сейчас даже сомневаюсь, правильный был выбор в плане акварели или нет, потому что, ну, не знаю, в принципе, каждый листочек прокрашивать акварелью и еще в 2 слоя проще карандашами, честно говоря. Те же несколько слоев, даже 3 слоя будут быстрее. По итогу я уже за кадром вот столько раскрасила. Ну, сейчас уже продолжу на камеру, потому что, ну, были всякие дела, то нужно было там в магазин, мы с подружкой ездили, там, то еще что-то. Соответственно, я не хотела включать камеру, так раскрашивать, я за кадром красила. Вот. Ну ладно. Теперь уже пораскрашиваю чуть-чуть и на камеру.
для разнообразия. Здесь вот в основном, да не в основном, а точно у меня все прям пиветки. Это Виста Артиста и, не знаю, наверное, в будущем, когда они у меня закончатся, я буду все же именно эти краски покупать. Они очень мне нравятся. Гораздо больше, чем «Белые ночи». Ценник, к слову, у них в принципе, ну, вообще как бы не отличается особо. Так, незначительно. По крайней мере, в тех магазинах, что я бываю. Но по качеству вот эти мне нравятся намного больше. Вот. В разы приятнее раскрашивать. Во-первых, краски более так пигментированы, отдают пигменты, хорошо как бы разносятся по бумаге, даже если бумага не предназначена для акварели. Так что это прям намного лучше. У меня, правда, вот к этой не сохранилась этикетка. Это плохо, потому что я вообще не помню, как оттенок называется. Так. Ну, я потом по второму разу пройдусь уже. Будет отлично. У нас, ну, я снимаю видео, естественно, раньше, чем я там буду выкладывать. И у нас сегодня что-то похолодало довольно сильно. Мы с подружкой прям до машины, из машины просто бегом. Ходили в Фикс Прайс, но она там детям своим всякие там карандаши, еще что-то покупала. Вот. И посмотрела я тыквы и в итоге поняла, что я правильно сделала, что сама сваляла тыковку, потому что, ну, вообще, то, что там было, и типа как, ну, не вязаная, а там сверху была, да, такая, ну, как основа вязаная, и плюс еще разные тыквы, конечно, они вообще не стоят своих денег, совершенно не стоят. Так, и ну, я такое включение сделала небольшое. Я думаю, что уже, может быть, даже сегодня вечером я закончу раскрашивать эту иллюстрацию, ну или завтра. Завтра вроде бы как должно быть у меня время, поэтому надо будет только сходить в магазин. Морковка у меня заканчивается. Я, опять же, по причине того, что мне очень было как-то холодно. Мы вроде там с подружкой, машина была поставлена рядом с пятерочкой, но мне что-то так не хотелось идти. В общем, решила до завтра оставить. Завтра, во-первых, оденусь теплей. Ну и после прогулки как раз-таки зайду, приобрету морковку. Она у меня идет в огромном количестве. Просто напасть какая-то.
Уже следующий день, и как и собиралась, я завершила раскрашивание данной иллюстрации. Ну, в общем-то, я с огромным удовольствием пораскрашивала. Ну, здесь я так это прижала немножко. Еще не до конца выпрямилась. Ну, ничего, когда я на полку поставлю, все нормально будет. Здесь я раскрашивала вот этим карандашом, который мне дарила Оксана. Это Лира Рембрандт акварель. Цвет грей-грин очень хороший, вообще много где нужный. И также я использовала 91 номер, это мастер-класс, вот Невская палитра, Санкт-Петербург. Хотя в целом я тут положила всякие разные карандаши, такую подборочку вот, серых, серо-лавандовый, там, ну, и тому подобное. Вот, еще я использовала тоже мастер-класс 65 номер, но это я вот здесь всякие где-то пробелы, вот где возникают. Вот вроде все сидела, смотрела, потом вот сейчас обнаружила, доделываю. Также для тех же целей, вот для здесь вот прорисовки, я использовала вот этот цвет, это я покупала. Сэп Грин, он мне безумно нравится, тоже Лира Рембрандт акварель. Но я без размытия. Я здесь просто несколько оттенков вчера наносила за кадром, как такой фон. Я использовала вот эти 3 цвета. Это вот гамма, а это уже Виста Артиста. Вот. А потом вот все это так в хаотичном довольно-таки порядке все раскрасила. Всякие травинки прорисовала. Вот. И еще я использовала вот этот карандаш Polychromos. Тут номер, в принципе, 153, но это не так важно, потому что я схватила первый попавшийся там карандаш, чтобы немножко тоже какие-то пробелы, где вот небо, где возникали, я и восполняла, скажем так. Поэтому тут не принципиально. Ну, в общем, самого этого вот 2 карандашами раскрашивала. Вполне получилось. Ой, надо сейчас будет здесь наводить порядок. С обратной стороны лист выглядит вот так. Ну, в целом особо нигде ничего так не протекло. Вот немножко. Нормально. Вообще, я когда начала раскрашивать, мне показалось, я прям даже расстроилась, думаю, нужно было все-таки все карандашами, а сейчас понимаю, что очень даже и нормально получилось. Но единственное, что здесь я прям основательно делала 2-й слой акварели, а тут вот где-то делала, где-то не делала. Но я в основном смотрела, где мне недостаточно цвета, там я, конечно же, добавляла. А так, в общем-то, и 1 слой был вполне нормальным. Напоминаю, что мы проводим этот совместник ежегодно вместе с Оксаной, и ссылка сейчас появится в конечной заставке, так что обязательно проходите на канал, смотрите, как Оксана раскрасила данную иллюстрацию. А я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров и, конечно же, теплой осени, хотя это уже осень постепенно заканчивается, скоро наступит зима, но я думаю, что это тоже довольно-таки уютное время года, ну, по крайней мере, в наших силах сделать так, чтобы было комфортно и уютно. Если видео понравилось, поддержите пальчиком вверх, подпиской. До скорой встречи. Пока-пока.